Ну что, ребятки, приехал я на Корфу. Только приземлился, часик назад, взял машину, заехал в магазин, еле успел к закрытию купить что-то на ужин и завтра на завтрак. В воскресенье в Греции все закрыто. Хотел сказать, какой у нас план, когда мы едем на рыбалку. Я не брал с собой никакой наживки натуральной, только взял спиннинг, искусственные приманки на кальмара и на хищную рыбу. Поэтому, если завтра все будет закрыто, то план только спиннинг. Спиннинг, эйджинг, что угодно, но если удастся поймать кальмара, каракатицу, то это уже сразу наживка. Магазин закрыт. Подъезжаем мы к нашему месту силы, где мы будем жить неделю. Прямо недалеко от пляжа, в 100 метрах буквально. Так, наша скрипка Страдивари. Какая хорошая скрипка у нас получилась. А? Завтра с утра попробуем, как она работает. Так. Shimano у нас Twin Power. Так, Гена нас оставил без ключей, так что мы будем прыгать через забор. Генка. Хорошо, у меня еще ноги длинные. Не по-стариковски. О, боже мой. Смотрите, какая красота, птички поют. Смотрите, какие оливковые деревья громадные. Вот здесь тоже шторма были. Какие красивые бревна. Ух, какие шторма здесь были. Это все повыбрасывало. Занимайся. Вот так. Свалились в воду. Намочили ботинок. Только не хватало этого.
Видел же, что там водоросли. Мои хоки не удержали меня. Один удар был с утра, когда рыба гуляла по поверхности, и все. Все, что мы не пробовали, ничего не работало. Сейчас уже 10:30. Нашел я в интернете магазин рыболовный, который сегодня открыт до 6:30. Поедем туда, посмотрим. Так, несем мы немножко мусор. Мы же должны дары моря принести. Так, опять выбираем мусор. Так, интересно наблюдать, что здесь ловят. Ага, это была блесна. Угу. Кто-то здесь ловил на блесну. Значит, мы не зря пытались. Так. Интересная система. Пластик. Сигаретные пачки. Коробки из-под печенья. Ребятки, ну, так сложно это домой брать. Бутылки из-под воды. Вот из лодки выпало. Стекло. Потом вы босиком по камням режете себе ноги. Как ветер поднялся, а? Ужас. Так, здесь главное не навернуться. Здесь я уже ногу промочил. Красивые скалы. Ничего не скажешь. Тоже красиво. Но это не проблема. Пока еще можем по-стариковски. Вот так. Ай! Ай, старость не радость. Так, находим таблетки. Силденафил. Сумку. Выбрасываем. Нам таблетки еще не нужны. Так, бутылка. Как говорила моя мама, свинья везде лужу найдет. Все, места уже в ведре нет. А мы здесь будем неделю и пляжик почистим. Собрание компартии. Так, рыбалка прошла успешно. Улов у нас есть. Вот. Так, ладно, не сработал. Нету у нас наживки на сурфкастинг. Спиннинг сегодня пролетел. Так, ну ничего, господа хорошие. Вот, главное, чтобы костюмчик сидел. Так, едем, бежим. 2
Двигаемся в сторону рыбного магазина. Будет нам удача. Hello. Paraíso for fishing. Yeah. Thank you. Bye bye. Ισορροπώντας τη ζωή μου μες στα κύματα, μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου. Γεια σας. Δίνοντας λύσεις. Второй день на Корфу, едем за нашим другом Геннадием. Он сегодня прилетает из Афин рано утром. Едем уже с опозданием. Самообслуживание, уже открыл багажник, все, привет, привет, дорогой, иди сюда, иди сюда, иди. Я не хотел, что доехал, везде занят.
поеду. Я поеду, ты, серый волк. Это наш человек. Удочка, каяк. Let's go, парниша. Must have. Fishing man. Kayak man. Садитесь кушать. Жрать подано. Спасибо. Вкусно. Готов? Да. К съемкам. Всё. Так, куда мы едем? Извечный вопрос рыбака. Через 6 минут будет причал, с которого в обе стороны будем ловить большую рыбу и кальмаров. Вот. Причем у нас пляж под домом, прям 100 метров. А мы решили поехать на 6 минут подальше. Нам в рыболовном магазине подсказали место неплохое. Сейчас узнаем. Да, сейчас узнаем, это был Иван Сусанин или это была правильная наводка. Ген, мы с тобой друг друга знаем по команде «Динамо». Знаем с другой жизни совершенно. Из другой жизни, да. Я все время точно так же говорю. Из другой жизни. Мы, да, такое поколение, вот кто младше нас лет на 5-6, уже не так. А мы застали в расцвете ума, здравого. Ту землю, и слава Богу, в здравом уме встречаем эту землю. Да. Так, вроде бы ничего не запуталось. Бросаем очень близко, прям вот, прям под ноги. Ген у нас забрасывает, смотрите, какой. Не хватает ему более резкого такого хлыстового удара. Все, забрасываем. Недалеко. Метров 60. Попробуйте еще раз по этому пойти, Так, грузило очень легко идет. Мы его оставим так лежать на дне. Здесь вряд ли есть банка с Деарена. Здесь может быть поседония, которая, если мы будем протягивать, зацепится. Нам это совсем не надо. Да никогда у нас такого не было. Как мы с ними съели? Птица охотится. Вот она в воду. Она хватает малька там. Все. Ставим. Давайте поймаем. Не поймаем рыбу. Так. Что у нас здесь? Зацеп? А у нас здесь зацеп. Ну, следовало ожидать. А нет. Оторвалась. Да. Места, где много водорослей, это проблем прям. Так, ну последняя удочка, которую мы только забросили, она подает какие-то признаки жизни.
Червячок корейский, там объедает, наверное, какая-то мелочь. Какие-то легкие подтягивания. Посмотрим. Такое ощущение, что там что-то есть. Ну да, вон она, видишь? Вот она, наша первая рыба на Корфу. Это бесуга, кстати. А у нас тоже они есть такие. Отпустить? Давай, отпускаем. Конечно, отпускаем. Маленький. Плыви, бесуга. Пока-пока. У нас там подает признаки жизни. Пойдем проверим. Последняя, крайняя. Как правильно сказать? Вот такие очень мелкие поклевки. Не сильные бушки. Так, проверим. Одну я уже смотал. Видимо, здесь что-то есть. Небольшое. Опять какой-нибудь бесуган. Вроде нет. И такое маленькое, что даже не чувствуется. Так, если ничего нет, все, мы перебрасывать не будем. Да, ничего нет. Поклевки были, да, червяк пожмаканный. Все. Сматываю эту удочку тоже. Не будем ждать у моря погоды. Раз нет, значит нет. Надо вовремя уходить. Сегодня был не тот день. Стабильность не наступила. Были ветра. Сегодня первый день стабильности. И, видимо, этого было недостаточно, чтобы рыба пришла. Хотя сегодня у берега, когда приехали, было такое волнение. Малек ходил поверху. Видно, хищник был. Ну, такой осторожный был. И ребята спиннинг бросали, тоже ничего. И они ушли. Все. Собираюсь. И будем заканчивать, ехать домой. Ужинать. Ну, кошка. Ну, если бы ты сказала, что ты хочешь рыбку, если бы тебя видел я бы тебе дал, конечно, свеженькую. Не уходи далеко. Сейчас, если поймаем, твоя будет. Здесь кошек на Корфу. Ай, хотел сказать, как кур нерезанных. Ну, честно говоря, больше. Гораздо больше, чем кур. Подожди, я тебе рыбку поменяю сейчас. Нет, надо менять постоянно. Если на одну не клюет, на другую. Подожди, другой поставим. Так, какой у нас цвет на ночи? Золотистый. Красненькую поставим. Она не голая, но она иногда контрастирует хорошо. Все? Кстати, там удобный пирс, по-моему, где они ушли, да, ребята? Да. Туда пойти? Да, может туда пойти, там здесь тебе удобно будет. У тебя нет фонарика, да? Ну. Да, Гена. Вот кальмар очень любит такие места, где свет есть искусственный. Так, Гена поймал кальмара. Смотрите, какой красавчик. Держи 5. Давай, лови. Что тебе ловить? Лови опять. Да нет. Давай. Я не знаю, я собираю, ты лови. А что с ним делать? Да ты что, знаешь, какие они вкусные? Я тебе его приготовлю, ты пальчики оближешь. Он не мучается. Ну, жабрах нет. Что ты будешь делать? Посади его в воду. Не надо. Он, во-первых, уже не выживет. Точно? Конечно. Молодец. Да ты что? Ты понял, да, как? Понял. Ты правильно говорил. Слабинку ему давать не надо. Нет. Я думал, ты шутишь про рыбу. Нет, что ты. Я понял, что это не рыба, потому что она не билась, а Да. тянула. Держи. Дай я тебе подсвечу немножко. Зачем? Ну, он будет более привлекательный. Дайте этот фонарик, нажимай и... Да. Всё. Молодец, Генка. Молодец, кальмара поймал. Есть здесь кальмары. Здесь есть кальмары. Смотрите, какая красота.
Вот такая жизнь, да, Вадим? Это жизнь, кто-то ловит. Умничка, Ген. Все, я тебя признал, рыбак. Ген, молодец, а? Смотрите, какой кальмарчик красивый. Все, мы знаем, что здесь есть кальмары. Генка молодец. Ну, он шутит, он такой наш шутливый старичок. Ну нет. Говорит, помоги мне вытащить, сачка нету. Такого можно сразу вытягивать. Ай, все. Супер. Генка. Молодец. Давай. Ты молодец. Он еще одного поймал. Мама дорогая. Слушай, пошел кальмар. Я тоже хочу ловить кальмара. Спиннинга нет другого. Вытянул? Вытягивай, вытягивай. Просто аккуратненько поднимай его. Натяжку держи. Ты что, ты стоишь? Ох ты, как ты видишь, ты чуть не отпустил. Я чуть Ген, я тоже хочу покидать. Ай. Ладно, лови, давай, твоя рыбалка. Я пойду собирать. Давай. Ты понял, как вытаскивать? Тихонечко, медленно, не торопясь. Не жалко. Дай мне его поснимай. Ты видел его глаза? Вот так, раз и все. Тут нет крючков, это вилка. Поэтому все время надо, ему слабину нельзя давать. Потому что если слабину дашь, он отпустится. Постоянно в натяжечку. Не буду делать. Отлично, ты хорошо все сделал. Подожди, молодец. Давай. Ты не бегать сюда. Нет, ты вытягивай их и бросай, если будут еще. Скажи, если ты будешь трусить, то тебя буду бегать. Все, давай. Ловли. Ловли. Какие прекрасные кальмарчики. Генка его держит под заборчиком. Говорит, мне жалко его. Ой, Генка, молодец. Все, окрестили старого рыбака. Ай, старики, разбойники. Ой, этого кальмара на живца, конечно. Это просто прелесть. Все, на Корфу есть кальмары. Это круто. Я ему говорю, Ген, я тоже хочу кальмаров ловить. Он говорит, ты хитрый. Ладно, лови. Ай. Ты видел, как только солнце скрылось, как малек ходил у берега? Когда я тебе сказал, что ты туда пошел на край, на тот, он прямо проходил мимо этого. И он разгонялся, но когда поднимает, начинает прыгать, это говорит о том, что его преследует хищник. Вон там прямо наша машина. Судзуки Видара? Это самурай. А, это самурай, да, в смысле. Ты знаешь, можно... Нет, там сосед купил такую машину, он занимается... Ну, допустим, он поставил не Porsche, когда с ним